Привет, друзья! В этом видео я хочу вам показать свои деревянные заготовки, которые я использую для изготовления посуды. Естественно, посуды для кукол. Посуда маленькая, заготовки тоже маленькие. В общем, такое видео у меня уже было на канале. Вы можете посмотреть его. Это посуда для куклы, деревянные заготовки. Но на главном фото я выставила не деревянные заготовки, а уже готовые изделия, которые получились. Там разнообразные кастрюли, чашки, в общем, сковородки есть. Ну, вы можете посмотреть, конечно же. Я еще оставлю ссылку на это видео под этим видео в описании. Вот. Просто мне приходит очень много сообщений. Дайте ссылку на это видео, дайте мне ссылку, где купить эти деревянные заготовки. Ну, дело в том, что я покупала эти деревянные заготовки в Украине. Я вообще понятия не имею, где можно купить это за границей. Ну, я там немножко посмотрела по магазинам. В общем, кое-где есть, ну, я не могу сказать, что это те магазины, и я в них уверена, и в них можно покупать, и берите там и размеры, и все. Ну, то есть я просто для примера их выставила под моим видео, написала ссылки. Вот. Если вам интересно, вы можете посмотреть эти магазины, и может быть действительно что-то там и вам подойдет. В общем, я покупала в Украине. И вот я сейчас покажу, какие конкретно заготовки я использую. Значит, яйцо. Обычное яйцо. Кстати, перед Пасхой такие яйца очень часто продаются там даже в обычных магазинах. Яйца для подроспись. Вот. Ну, я на этом яйце запекаю, значит, блюдце. Овальные тарелочки. Также можно сделать более глубокие мисочки. Вот в видео я, кстати, тоже показываю это. Вот такие вот палочки. Эти палочки я покупала тоже в этом магазине, заказывала по размерам моим. На них удобно делать кружечки. Также баночки какие-то. Ну, тоже универсальные палочки, и мне очень нравится с ними работать. Также есть у меня вот такие палочки, они похожи, но эти палочки от инструментов. Здесь дырка, такая вот дырочка, и здесь была такая металлическая, ну, разные инструменты были, и щеточки были, и иглы, в общем, разные инструменты. Я просто вытащила эти инструменты и использую эти палочки под посуду. Значит, для того, чтобы не соприкасалась готовая посуда с печкой, я вот кладу либо на такую подставочку из фольги, либо я делаю вот такую подставочку из ненужной глины, и вот оно не дает соприкасаться с противнем. Вот. Так, дальше. У меня есть вот такая вот интересная штучка. Кстати, я вот когда в строительных тоже иногда смотрю, что может подойти для работы с глиной. Вот такая штучка. Это мебельная ручка. Мебельная ручка, и на ней я делаю тарелочки. Тарелочки или крышечки. Вот, в общем, очень удобная штучка. Очень. Так, дальше есть у меня вот такая вот. Она идет изначально как игрушка и тоже под роспись. Ну, я делала на ней тарелочки такие. И вот здесь вот можно делать либо кастрюльки высокие, либо делать основу для сковородки. Так, что у меня еще есть? У меня вот целая коробочка вот такая вот. И тут у меня, ну, они в основном повторяются, все эти деревянные заготовки, но тем не менее есть и разные. Вот, есть такие шарики. Шарики, тоже на них удобно делать блюдца. Вот, но иногда они не идеально круглые, поэтому и блюдца немножко такие получаются кривоватые. Вот такие есть палочки, толстые. Тоже они годятся вот для кастрюлек или
как они называются, господи, бочки. В общем, тоже такие прикольные штучки. Вот, есть у меня точно такие же палочки, только они вот с заостренным концом. Честно говоря, я не знаю, зачем я просила их. Я особо ими не пользуюсь. Ну, можно сделать там какую-то типа чашку, ну, такую вот, прям с таким вот дном, за ужином. Вот, так, что еще у меня есть интересного? У меня есть еще матрешки. Сейчас я их найду. Вот такие матрешки, они у меня вообще очень часто использовались. Эта матрешка использовалась у меня под бочку. Вот, даже видите, есть у меня такие следы. Вот, под сковородочку. Если перевернуть, то здесь можно использовать и под маленькое блюдце, и под глубокое блюдце. В общем, матрешка очень классная штука. И тоже, кстати, продается в обычных магазинах. Ее можно купить. Ну, то есть, это не дефицитный такой товар. Вот, это тоже матрешка. Часть матрешки где-то у меня уже потерялась, верхушка. Ну, тоже, кстати, вещь прикольная для изготовления тех же бочек и тех же сковородок. Вот, мне тоже нравится это. Так, у меня еще есть вот такие всякие штучки деревянные, подставочки. На них я делала торты, и на них я делала какие-то разные там типа композиции с еды. Тут можно сыр положить, там вино, ну, разные штучки прикольные, мне тоже нравятся. Ну, в последнее время я вообще мало их использую, но все равно лежат и радуют душу. Так, что у меня еще есть? Тоже такая же палочка заостренная и такая же тоже палочка заостренная. Тоже мало их использую. Вот, вообще в последнее время я делаю мало посуды и вообще делаю мало миниатюры. Вот такая дощечка еще есть, нашла. А еще вот такая. Когда заказывала, честно говоря, у меня было очень много идей по использованию этих штук. Я такая вся была воодушевленная. Ну, а потом оно как-то так ушел в запал. Вот такая еще крышка у меня есть. Очень классная. Крышка от шкатулки. Я ее использую для изготовления вот таких вот блюд. Ну, в основном она годится для таких вот более больших блюд. Там, допустим, 3 сантиметра, 4 сантиметра. Вот такая вот крышечка. Очень часто мне задают вопрос, а не будет ли ничего с деревом, если его запекать? Ну, на самом деле, конечно, не будет. Я как бы там тоже не специалист, но, допустим, я погуглила, и температура горения у дерева гораздо выше, чем температура запекания глины. Поэтому, ну, за это волноваться вообще не стоит, вообще никак. Вот. Ну, таких вот у меня, на самом деле, таких вот штучек, там, допустим, тех же самых ручек у меня много, тех же палочек много. Это очень удобно, когда делаешь сразу несколько изделий, и не надо ждать, пока, вот, допустим, вот эта крышка у меня одна. В чем ее недостаток? Мне, допустим, надо сделать несколько готовых, несколько тарелок, и мне приходится ждать, когда я сделаю одну тарелку, потом я ее запекаю, потом я жду, пока эта деревяшка остынет, потом делаю опять тарелку, и получается, ну, достаточно долго и неудобно. Когда же у меня есть сразу несколько, вот, сразу несколько, да, у меня их, по-моему, даже 5 штук. Тогда я вообще не жду, я сразу делаю, допустим, 4 одинаковых тарелки, и все, и это классно, и я вижу сразу же, что они одинаковые, и дно одинаковое, и очень удобно. Сразу раз запекли, и у тебя уже сразу 4 готовых, там 5 готовых тарелок. Вот, точно так же и с чашками, там, кружками. Вот, удобно брать палочки вот эти вот, и сразу же даже смотреть. Допустим, обрезаешь, когда вот эту верхушку, и смотришь, чтобы они были одинаковые. Вот, тоже очень удобно. Вот такие еще нашла матрешки, маленькие.
тоже классные вообще. Использовала их для маленьких мисочек вот тут. Также можно их использовать и для больших кружек, больших чашек, вот, глубоких таких вот, просто делать побольше их, вот, с ручечкой, ну, тоже очень классные, вообще, мне очень тоже нравятся, они у меня очень давно уже, ну, наверное, лет 6-7, вот, и я их не меняла, вот, как они у меня есть, так и есть. Вот тоже бочечки маленькие можно делать. Ну, тоже очень классные заготовки. Вот я один раз как их купила, так они у меня до сих пор и лежат. И вот такая еще есть штучка деревянная, маленькая тоже. На них можно делать, допустим, такую свечную композицию. Свечи, тут какие-нибудь штучки, украшения. Вот. И, ну, в общем, то, что я хотела вам рассказать, я рассказала. Я это видео сделаю с заглавным фото, именно с заготовками, чтобы вы не искали их среди всех моих видео. И обязательно помещу в плейлист инструменты и материалы. Ну и, конечно же, если будут у вас вопросы, я всегда помогаю, всегда даю там ссылки, если надо, если вам ну, интересно узнать, где я покупала. Вот под старым видео там есть ссылки. Вот, и я написала, что я не сотрудничаю с этими магазинами. Я не несу ответственности за их товары, за обслуживание. В общем, это не реклама, это просто как бы помощь, подсказка. И все. Вот. Так что, ну, если у вас будут вопросы, вы задавайте, пожалуйста, я, конечно же, отвечу. И если какие-то интересные мысли, если у вас есть магазины, которые продают такие классные заготовки, вы тоже делитесь в комментариях, может, кому-то будет действительно тоже интересно. Вот. И, в общем, спасибо вам за просмотр. Если вам несложно, подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И до новых встреч. Пока!